Почему для всего мира крайне небезопасно, если он станет президентом США? Я разберу ключевые характеристики. Это крайне мстительные люди и злопамятные люди. Что в характере Дональда Трампа позволило ему добиться тех высот, которых он добился в бизнесе? И что заставляет сегодня его дальше карабкаться на вершину Олимпа? И главный вопрос, почему для всего мира крайне небезопасно, если он станет президентом США? Опираясь на фотографии Дональда Трампа, мы с помощью физиогномики определим, как черты лица Дональда Трампа предопределяют модель его поведения. Если вы не знаете, что такое физиогномика, вы можете больше об этом узнать по видео, которое находится в верхнем левом углу этого окошка. А мы приступаем к изучению Дональда Трампа. Я разберу ключевые характеристики, а полный анализ вы сможете посмотреть в Патреоне, ссылка на который находится в описании к этому видео. Итак, это фотография Дональда Трампа уже в наше время, но я бы начал с юношеских фотографий. Обратите внимание, какая мощная челюсть. Давайте, вот мы измеряем челюсть по высоте от линии рта до окончания, до подбородка. Очень высокая челюсть. Более того, челюсть заостренная. Кто изучает физиогномику, понимает, что это челюсть между первой и второй. Это самая напористая, самая стрессоустойчивая и самая такая безбашенная челюсть. Легче всего она раскрывается, круче всего она раскрывается в предпринимательстве и в спорте. Почему? Потому что такие люди могут оказывать максимальное давление на других людей, на себя, то есть достигать чего-то. Такие люди легче всего утилизируют внешний стресс, ну и потому безбашенная. И именно эта характеристика позволила Дональду Трампу сыграла ключевую роль в достижении его предпринимательских успехов. Идем дальше. Что еще мы можем и должны оценить? Мы должны оценить пропорции рта. Обратите внимание, у Дональда Трампа маленький рот. Ну, давайте возьмем это фото или это фото. Мы говорим именно о разрезе. Мы говорим о том, что этот рот даже не средний, он меньше среднего. Такие люди – это люди, которые выбирают самое лучшее, самое ценное, не размениваются на ширпотреб, не размениваются на что-то, что им просто ну, не надо, не хочется. Они готовы делиться чем угодно, если на это сами не претендуют или если это само прилипло. Но в целом это люди, которые, знаете, красть так миллион, а лучше миллиард или триллион, и жениться так на мисс Вселенная. В чем опасность? В общем, хорошая характеристика, и во многом, судя по всему, она сыграла отличную службу Дональду Трампу, когда он был бизнесменом, предпринимателем. Но опасность заключается в том, что это крайне мстительные люди и злопамятные люди. Если вы забрали то, что они считают своим, то как бы все, они будут мстить и несколько раз, да, то бишь раза 3 уничтожат в пепел и только тогда успокоятся. И во многом именно этим объясняется поведение Дональда Трампа, когда он проиграл выборы, и толпа побежала в Конгресс вешать вице-президента. И именно этим объясняется, или можно сказать даже диктуется, сегодняшняя его политическая борьба вновь за пост президента США. Не ради того, что он понимает, что он что-то может, не ради того, даже не ради амбиции. Сегодня это происходит для того, чтобы отомстить тех, кого он считает виновниками своего проигрыша и всех остальных проблем. И это очень опасный момент, ну, в принципе, для его оппонентов и вообще для всех, потому что, опять-таки, во главе стола даже не амбиция, даже не банальное желание наживы, а желание наказать тех, кого он считает необходимо наказать. Ну и опасная характеристика, о которой я хотел поговорить. Вот давайте посмотрим на этом фото, что мы здесь видим. Носогубный желобок довольно широкий и невысокий. Хорошая характеристика.
Если нос наш Штирлиц, разведчик, губы наш разведбатальон, и это, скажем, такая важная двойка в интуиции, то носогубный желобок является краеугольным камнем, который отвечает за синхронизацию этой интуитивной информации, да, за диагностику, за наводку на цель. Штирлиц уже там, и он говорит рту, губам, вот я получил такую информацию, они синхронизировались и говорят, рот, наша цель находится там, иди и получи ее. И на этом этапе все хорошо. Ширина позволяет получить широкий диапазон информации, да, усилить качество интуиции. Высота небольшая говорит о том, что нет потери информации. Смотрим сейчас, что происходит. Давайте возьмем это фото. Носогубный желобок, он стал высокий и узкий. Это очень опасно. Это опасно для всего мира. Почему? Потому что узкий носогубный желобок – это банальная поверхностная информация уровня фастфуда. Но высота из-за высоком носогубном желобке теряется информация. Она рассеивается. Нет такого качества наводки, диагностики, проницательности. Собственно, это авантюра. И высокий носогубный часто рассматривается как, знаете, обезьяна с гранатой. Особенно в этом случае, потому что США является мощнейшей страной в мире, страной с самыми большими военными возможностями и арсеналом атомных боеголовок. И вот у нас кандидат, который крайне мстительный, злопамятный, не отказывается от своих целей и при этом авантюрист. Если бы США было какой-то средней страной Европы, то ради бога, да, вот пожалуйста, сами с ним имейте дело. Но это самая мощная страна в мире по многим признакам. И это очень опасно не только для жителей США, не только для его врагов, а вообще для всех. Напоминаю, что полный разбор вы можете посмотреть по ссылке, которая находится в описании к этому видео. Patreon, там длинное видео, где я разбираю его брови, его глаза, уши, носогубную складку, морщинки вокруг глаз и многое-многое-многое другое. Также хочу вам напомнить, что если вас интересует изучение физиогномики или физиогномический анализ вас, вы можете узнать об этом детальнее в ссылках в описании к этому видео. Но если вам интересно посмотреть физиогномический анализ других известных политических современных деятелей, вы можете сделать это в этом плейлисте.